Ребят, всем привет! Мы сегодня поговорим про тему, которую почему-то, прям очень мало на ютубе. Это схемы света. Я когда сам обучался всему этому, я смотрел очень много всего на ютубе, и этого просто не было. Не было никаких-то, не знаю, пошаговых инструкций, каких-то еще просто видосов и еще что-нибудь. Были какие-нибудь американские каналы, где одна простая схема света в студии на фоне, и все. Никаких там более креативных, что-то с цветным светом, что-то еще. Вообще ничего не было. До сих пор я на ютубе, даже если бывает захожу и смотрю что-нибудь, то там такого нет. Поэтому давайте сегодня я вам покажу несколько схем, очень классных, и покажу, как вообще там все выставляется, все дела, и расскажу. Давайте начнем с такой, с первой. Достаточно простая, но также бы я бы назвал ее очень интересной. Я на самом деле на фонах почти никогда не снимал. И увидев такую похожую схему, я решил ее попробовать. Она была прям очень классная. Она, я бы сказал, такая более, может быть, коммерческая, может быть, для каких-нибудь брендов, что-нибудь такое. И у нас будет всего три источника. Для начала мы вообще выкатываем фон наш черный, чтобы модель у него встала. Ставим модель. И достаточно такое нормальное расстояние должно быть от, так скажем, от самого фона до нашей модели. Мы кладем прям на пол наш источник. Я поставил туда стрипбокс, потому что стрипбокс, он такой достаточно продолговатый, и он может большую поверхность осветить, но также он, из-за того, что это все-таки софт, а не просто голый источник, он все-таки будет немножечко где-то отрезать вверх, чтобы вот этот вот градиент света белого на черном, не распространялся прям на весь свет. Не знаю почему, но когда я выставлял эту схему, все такие типа, what the fuck? Ты типа снял источник со стойки и положил его на пол? Что это прям совсем что-то такое невообразимое. Никто до этого раньше не додумывался. Я такой, типа, а что в этом такого? Ну, окей. Дальше мы выставляем наш журавль. Журавлем, блин, у меня были пару смешных ситуаций таких стрёмных. Вот, поэтому я всегда теперь аккуратно с ним работаю. Всегда прям проверяю, чтобы он точно не упал. Если вы не умеете работать с журавлем, попросите администратора, чтобы он вам помог. Потому что если он как бы упадет, вам это явно не понравится. Вдруг что-то поломается, вдруг что-то там произойдет, какие-то нервы, деньги тратить все на это. Лучше пусть администратор поставит. И ставим на журавль тоже источник. В идеале, конечно, поставить тоже со стрипом, но у нас в студии не было еще одного стрипа, поэтому я поставил просто обычный такой стандартный софтбокс. Тоже смотрите, чтобы перед тем, как его поднять, выставить его прям сразу же в нужное направление, чтобы он стоял там сразу за моделью. Он у нас будет контровиком. Контровиком, который вот прям вот по всей вот этой вот линии будет нам давать свет. Потому что я специально выбрал черное платье на модели, черный фон, и чтобы у нас модель не, так скажем, соединялась с фоном, чтобы она не терялась на нем, у нас как раз вот этот будет контровичок. Мы выставляем наш источник, сразу же посмотрите, чтобы он пил сюда, и потом уже поднимаем, потому что журавль обычно тяжелый. В каких-то студиях есть ручка, которую ты крутишь, и журавль поднимается, а где-то вот просто самим нужно. Вот. Одному тяжеловато поднять, удержать и еще закрутить, поэтому я всегда обычно прошу кого-нибудь, чтобы я поднимаю, а кто-нибудь уже там дозакручивает, и я уж потом тоже укрепляю. И третьим источником я ставлю октобокс. Его можно поставить, в принципе, даже с сотами, но на черном там все равно свет поглотится, поэтому можно поставить так. И направляем его буквально как у меня вот источник стоит, немножечко так под 30-45 градусов, чтобы у нас был подсвечена сама модель и, может быть, где-то немножечко в тень уходит с другой стороны лица. Вот. И, в принципе, вот такая схема у нас получается, достаточно какая-то коммерческая. Как по мне, она очень интересная. Мне очень хотелось с ней попробовать поснимать. И вот я сделал несколько кадров. Вот таких вот. Поэтому смотрите, схема очень интересная. Следующая схема у нас тоже будет на фоне. Она тоже интересная. Мы уже убираем наш журавль, снимаем с источника, который лежал у нас на фоне, стрипбокс. И из-за того, что у нас в студии источники RGB, я просто переключил цвет на красный. Вот, но если, понятное дело, у вас нету таких вот источников, можно
наклеить любой фильтр. Я выбрал красный, потому что красный там с черным он так достаточно, может быть, даже зловеще смотрится и очень так дорого, вкусно и все дела. Вот, мне очень просто понравилось. Мне кажется, другой цвет был бы не очень уместен, а может быть и в зависимости от образа. Мне понравился красный. Мы также его оставляем, выкручиваем мощность, чтобы заполнялось у нас побольше пространства на самом фоне, вот этот градиент был побольше. И я еще подложил немножечко под источник там малярный скотч, чтобы источник не прямо лежал, а чуть-чуть под углом, и градиент был побольше. Но это зависит от модели, какая у вас модель. Если она у вас высокая, то эта штучка понадобится, чтобы источник чуть-чуть наклонить. Либо если она у вас небольшая, невысокого роста, то этого не понадобится. Второй источник у нас будет с насадкой Spotlight. Это достаточно жесткая насадка. И на Spotlight я выкручивал фокус, чтобы он был не прям жесткий-жесткий, а чуть-чуть расфокушен, чтобы не было каких-то прям жестких линий. Вот. И также мы направляем, можно даже прям вот так полностью, прямо перед моделью направить, либо можно опять немножечко сбоку. Покажу видос, как мы делали такое небольшое передвижение света, когда задник такой темный, и потом хопа, на модель свет, и вот так вот, не знаю, прям очень красиво выглядело. И кадры получаются тоже очень классные. Всего лишь 2 источника. Третья схема света у нас будет супер простой, всего лишь с одним источником. Мы выставляем на нем красный свет, или опять же надеваем красный фильтр, и ставим где-то, не знаю, под 60 градусов с одной из сторон, либо вот здесь вот, либо вот там вот. И можно прям убрать все насадки, либо снимать с горшком. Но я, по-моему, снимал без насадок. То есть у нас будет такой достаточно жесткий свет, который будет создавать такие какие-то прямые лучи, чтобы это прям было видно. И перед моделью, по направлению со света, то есть если у нас идет отсюда, то вот с этой стороны у нас будет флаг белой стороной, чтобы модель у нас не была полностью черной. Потому что свет у нас сзади, что-то будет, конечно, попадать на нее, и будет это видно, но основная часть модели будет прям либо полностью черной, либо там очень-очень-очень темной. Поэтому мы ставим флаг. Флаг у нас этот цвет отражает и заполняет как раз вот эти тени. Очень красивая и простая схема света. Можно, не знаю, покрутить другие цвета, можно что-то сделать. Для четвертой схемы света нам понадобится дым. Мы заранее готовим нашу дым-машину, пока она нагреется, пока еще то все, а мы выставим нашу схему. Там еще что-нибудь поделаем, потому что дым-машина обычно нагревается, не знаю, минут 5-10, и если вы вначале выставите схему, а потом включите дым-машину, вам придется еще это время сидеть и просто потеряете время зря. Поэтому всегда сразу же включаем машину, и когда вот машина нагреется, мы сразу врубаем дым, закрываем обязательно все окна, все двери, чтобы дым у нас не ушел вот в какое-то другое помещение или на улицу, и даем ему время небольшое рассеяться. Нужно надымить так прям прилично. Можно там взять какую-нибудь штучку, помахать, чтобы вот эти клубы дыма ушли, потому что они нам здесь не понадобятся. Мы подождали, поставили наш источник за моделью, тоже можно поставить на журавль. Если у вас, например, в студии есть подвесной потолок, можно поставить туда, чтобы свет бил у нас примерно вот сюда. То есть сверху. Так вот, я поставил, по-моему, я даже не ставил журавль, я просто поставил на стойку, и он так светил. Просто я делал кадр с определенного ракурса, где стойку с источником не было видно. Вот, но также можно поставить журавль, сделать его очень длинным, поставить, и тогда ни источник, ни стойка не будут попадать в кадр. Вот, и вам не придется там даже ничего фотошопить. На источник я поставил горшок, или можете назвать его стандартный рефлектор, чтобы у нас свет прям не рассеивался полностью, вообще все не заливал, а все равно было хотя бы чуть-чуть, но более точечным. И из-за того, что у нас дым, то свет становится более немножечко такой осязаемый, какой-то небольшой киношный. Если у вас, например, там арик, а не вот как у меня был RGB источник, где там очень много светодиодов, то можно, по идее, даже закрепить арик, и тогда свет прям будет такой прям пучок, который действительно, можно сказать, можно ощутить. Вот, но даже в таком случае, если снимать с RGB источником, как у меня, то свет все равно такой приятный, осязаемый, и картинка получается очень мягкой и вкусной. Также, скорее всего,
модель получается, вот здесь у нее будет такой силуэт, а передняя часть будет тоже очень темной. Поэтому, опять же, перед моделью немножечко сбоку, вот здесь, или где-то будет, может быть, даже перед ней, поставить флаг, чтобы свет, опять же, чуть-чуть отражался и заполнял наши тени на модели. Так картинка получается более красивой, вкусной, и вам потом не нужно будет вытаскивать какие-то жесткие тени, чтобы хоть что-то разглядеть на модели. И последняя схема света у нас будет тоже с дымом, но в этот раз у нас не будет горшка на источнике, мы поставим туда Spotlight. И я поставил туда маску Габо с какими-то всякими дырочками, где очень много дырочек. Поставил эту маску Spotlight и светил на модели. Но тоже очень важно, выставите на Spotlight фокус, чтобы он был прямо на модели. Потому что если он будет в расфокусе, то он будет какое-то одно большое пятно. Или, например, если там далеко или очень близко, то могут не получиться такие лучи. Но если фокус спотлайта прямо на модели, и у вас стоит маска с такими какими-то кружочками или еще с какими-то штучками, то получаются очень красивые линии, которые бьют прямо из-за спины модели. То есть модель вот так сюда повернулась, у нее вот здесь так лучи пошли, она сюда повернулась, у нее здесь пошли лучи, прям вообще все лучи расходятся и получается очень красиво. Вот, и также можем перед моделью поставить флаг. Либо, если у вас, например, нету флагов, то можно поставить один источник, желательно, конечно, с горшком и со створками. Можно даже туда поставить соты, чтобы пучок света был очень направленный, и он у нас не перебивал задник. Поэтому, если вы добавляете второй источник, то задник поставьте помощнее, а передний источник, который у вас будет перед моделью стоять, его поставьте на небольшую мощность, чтобы он просто освещал модель, и модель у вас не была прям очень темная. И в таком же случае поставьте модель подальше, потому что если источники и модель будут очень близко друг к другу, ну вот, задник будет очень близко к модели, и получается уже передний источник будет очень близко к модели, то могут не получиться такие лучи, потому что свет будет чуть более мягким, а нам как раз здесь нужен жесткий свет. Я думаю, вы знаете, что чем дальше мы от источника, тем свет становится более жестче. И чем ближе мы к источнику, тем свет мягче. Такая вот вам информация, если вы не знали. И вот такие 5 схем у нас получаются. Я надеюсь, они вам очень понравились. Надеюсь, они будут вам полезны. Обязательно снимайте с этими схемами. Можете отмечать меня. Я оставлю все ссылочки в описании. Надеюсь, это видео вдохновит вас на что-то, вы пойдете снимать, сделаете какие-нибудь крутые кадры. И вообще в целом видео полезно для вас, потому что подобных видео на YouTube очень мало. И обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у меня есть какие-то шорты. И, пожалуйста, напишите комментарий, понравилось ли вам видео, сделать ли что-то подобное еще. Потому что, опять же, таких видосов очень мало. Вот. Так что дерзайте, снимайте очень много. И удачи вам в следующих съемках.